Итак, пришло время разобрать все самые важные анонсы игры не только, что были на Gamescom. Конечно же, напомню, если у вас есть возможность и желание, можно стать спонсором канала или на Patreon за очень скромную плату. Разумеется, огромная благодарность нашим патронам. Также присоединяйтесь к нам в Telegram-канале. И последнее, не менее важное, не забывайте нажать лайк, а если вы тут впервые, можете даже подписаться на канал. Ну и погнали разбираться. Funcom представили дебютный трейлер Dune Awakening, своего до недавнего времени безымянного выживания во вселенной Дюны. Ролик не очень информативный. В бескрайней пустыне Аракиса Фриман наблюдает, как Шай-Hulud пожирает Харвестер, а затем запрыгивает на песчаного червя. События развернутся на бесшовной пустынной планете Аракис, где будут одновременно присутствовать тысячи игроков. Проект представляет собой survival MMO в открытом мире. Вам предстоит строить убежище от штормов, поддерживать свой десятиком в рабочем состоянии и стараться избегать встреч с гигантскими песчаными червями. Разработчики обещают настройку и прокачку персонажа, постройку собственной крепости и фракции, разнообразные локации, сражения на земле и на транспорте. Игра создается для ПК, PS5 и Xbox Series, пока без срока выхода. Бывший руководитель Rockstar North Лесли Бензис представил свою новую игру Everywhere. Это AAA-игра на Unreal Engine 5 с открытым миром, многопользовательским режимом, а также глубокой интеграцией с соцсетями и стриминговыми сервисами, блокчейном и всей херней. Для авторов очень важно объединять игроков посредством видеоигр. Дело в том, что она будет выполнена в двух визуальных стилях – реалистичном и мультяшном. В реалистичной стилистике создается сюжетная кампания, а в мультяшном – мультиплеер. Судя по всему, это что-то в духе Roblox, где игроки создают собственные мини-игры. При этом у редактора, судя по всему, будет больше возможностей, чем у конкурента. Релиз состоится в 2023 году. Глава студии Striking Distance Глен Скофилд представил новый геймплейный трейлер survival-хоррора The Callisto Protocol. В ролике показали несколько сцен с главным героем Джейкобом Ли в некоем техническом отсеке космической тюрьмы. Разработчики продемонстрировали эпизод на космической лесопилке с убийством мутантов и фрагмент в канализации, где герой попадает в быстрое течение и должен уворачиваться от опасных препятствий, но в конце погибает, оказавшись разрезанным надвое лопастями вентилятора. Вброс Джейкоба на вентилятор, так сказать. В другом фрагменте можно увидеть, как работает прибор GRP, позволяющий манипулировать гравитацией и пускать противников в стазис, превращая их в живой щит. Разработчики Hogwarts Legacy, ролевой игры по Гарри Поттеру, представили новый трейлер. Свежий ролик посвятили одной из необязательных квестовых линий с учеником Слизерина Себастьяном Селлоу. Нам показали немного уличной магии, сражения со скелетами и применение запрещенного заклинания Круцо в волшебном мире. Главные герои нарушили одно из правил вселенной и, скорее всего, столкнутся с серьезными последствиями своего решения. Судя по всему, все дело в факультете Слизерин, на котором и учатся герои. Ученики других классов наверняка могли бы избежать использования непростительных заклинаний. Предзаказы на Hogwarts Legacy откроются 25 августа. Предзаказавшие получат всякие скинчики на персонажей гиппогрифа и прочие штуки, а также доступ к сюжетке раньше на 72 часа. Релиз состоится 10 февраля. В ролике показали сюжетных персонажей, в том числе отца Пиноккио. Отдельный сегмент посвятили геймплейным кадрам, где можно увидеть интерфейс игры. Был представлен новый трейлер игры Lies of P. Одна из особенностей – уникальная система лжи. Она предполагает, что слова и действия протагониста постоянно влияют на геймплей. Игру выпустят на ПК и обоих поколениях консолей. Также игра сразу попадет в подписку Game Pass. Релиз состоится в 2023 году. Платформер с открытым миром Sonic Frontiers поступит в продажу 8 ноября, за день до премьеры God of War Ragnarok. В трейлере герой сражается со злобными роботами, исследует живописные миры и общается с загадочной девушкой, которая выступит антагонистом игры. Предположительно, именно она управляет всеми недружелюбными машинами на острове. Можно будет путешествовать по открытым зонам, в которых есть множество загадок и врагов, забираться на точки обзора, а также решать головоломки. CI Games анонсировала игру The Lords of the Fallen. Речь идет о полуребуте спорной игры Lords of the Fallen. Мир экшен-РПГ будет в 5 раз больше, чем у оригинала. Да-да, это именно то, что любят игроки. Сюжет расскажет об одном из темных крестоносцев, который решает бросить вызов богу-демону Адиру. Обещает множество боссов, динамичную боевку, различных NPC и насыщенную историю. Кроме того, в игре можно будет сделать выбор, на какую сторону встать – свет или тьма. Особенностью станет возможность перемещаться между двумя параллельными реальностями – миром живых и миром мертвых. В этом поможет мистический фонарь, который в том числе даст возможность отыскивать секретные локации и спрятанные сокровища,
а также неким образом повлиять на врагов. Игра получит гибкую систему кастомизации внешности главного героя, а также 9 классов на выбор, включая рыцаря, разбойника и ученика огня. Разработчики пообещали, что в игре будут сотни видов холодного оружия и различные заклинания. По ходу можно будет встретить множество NPC, однако некоторые из них могут предложить сомнительную помощь. Сюжет можно будет пройти как в одиночку, так и в коопе. Кроме того, к геймерам смогут вторгнуться и другие игроки. Игра должна выйти в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Devolver Digital объявили о том, что Return to Monkey Island выйдет на ПК и Switch 19 сентября. Это прямое продолжение второй части, так как прямого участия Рон Гилберт в разработке остальных игр франшизы не принимал. Впрочем, события сиквелов будут игнорироваться только в том случае, если они мешают рассказывать хорошую историю. Разработчики также решили пошутить над игроками. За предзаказ игры они получат уникальное DLC – бесполезная броня для лошади. Нюанс в том, что она ни на что не влияет, а только занимает место в инвентаре. Вот же ирония. Сам Рон Гилберт ранее отказался от общения с аудиторией в соцсетях, назвав фанатов слишком токсичными. Ага, а потом толкает им броню для лошади. Bungie показала Destiny 2 Lightfall, предфинальное дополнение саги противостояния света и тьмы. Его релиз состоится 28 февраля. Основным местом действия станет скрытый город на Нептуне, о котором никогда никто не подозревал. При этом сама локация не разрушена, это полностью новый город Неомуна. Как понятно из трейлера, стражи получат еще одну стихию – психологическую энергию нить. Аддон напоминает смесь Cyberpunk 2077 и Mass Effect. А новый город удивит игроков тем, как по нему надо перемещаться, будет куда больше акробатики. Изначально новую крюк-кошку, которая цепляется за любое место даже в воздухе, ввели только для одного класса. Но она оказалась настолько удачной механикой, что решили расширить ее для всех. При этом Bungie вернет для сюжетной кампании дополнение легендарную сложность. В игру добавят звания стражей, всего их будет 11. Также добавят возможность искать группы людей под собственные нужды. Но куда важнее, что в Destiny 2 наконец-то добавят раскладки. Возможность сохранять билд для рейдов, для PvE и PvP. Между этими билдами можно переключаться в пару кликов. Разработчики также объявили, что больше не будут убирать контент из игры в хранилище. Также Destiny 2 появится в EGS и получит кроссовер с Fall Guys и Fortnite. Gearbox представили новый трейлер космической стратегии Homeworld 3. Проект вновь предложит игрокам свободу в тактических решениях. Отличительной же фишкой новой игры станут гигантские заброшенные космические корабли, которые превратятся в арены для напряженных сражений и одновременно укрытия для истребителей. За разработку отвечает студия Blackbird Interactive, которая ранее уже отличилась выпуском стратегии Desert of Kharak. Релиз состоится на ПК в первой половине 2023 года. Авторы Gotham Knights выпустили новый трейлер экшена, в котором представили завязку сюжета. По сюжету Бэтмен и офицеры полиции Джим Гордон погибли, поэтому на защиту города встают остальные супергерои, включая Робина, Найтвинга, Красного Колпака и Бэтгерл. Кроме того, в игре появится Харли Квинн, которая, кажется, появляется абсолютно во всех проектах вселенной DC Comics. Также там фигурировал Мистер Фриз, Клейфейс, Анарки и Пига. В игре будет 28 костюмов для супергероев, которые по большей части вдохновлены комиксами, фильмами и мультсериалами вселенной DC. Также разработчики объявили об отрицательном переносе игры на 4 дня. Теперь экшен выйдет раньше 21 октября. Судя по всему, издатель не захотел конкурировать с Modern Warfare 2 и God of War Ragnarok, поэтому решил выпустить игру пораньше. Появился геймплейный трейлер шутера High on Life от соавтора Рика и Морти. В нем было много шуток и говорящее оружие. Авторы игры показали в видео сражение с боссом Nine Torg, в рамках которого игрок перемещается по небольшой арене, которая постепенно разрушается. В ходе сражения игрок использует 2 вида говорящего оружия, которое постоянно отпускает шутки и матерится. При этом босс тоже обменивается фразами с главным героем. Релиз состоится 13 декабря, в том числе в Game Pass. Издательство Focus Interactive анонсировало зрелищный экшен Atlas Fallen. За разработку отвечает студия Deck 13. Разработчики обещают сюжетную кампанию с поддержкой кооператива, зрелищный экшен с разнообразными умениями героев, полуоткрытый мир и кучу разных существ, на которых нужно охотиться, используя усиливаемые песком сокрушительные способности и мощное оружие, которое способно менять форму. Кроме того, сюжетную кампанию позволят пройти в кооперативе. Игрокам предстоит изучать опасную пустыню, чтобы освободить человечество от гнета развращенных богов. Для этого им будут доступны меняющие форму оружия и силы песков. Похоже, у Monster Hunter появился конкурент. Релиз игры состоится в 2023 году на ПК, Xbox Series и PS5.
Студия Mad Hat Games показали новый геймплейный трейлер научно-фантастического шутера от третьего лица Scars Above. По сюжету, вблизи Земли появился инопланетный объект, и команда астронавтов отправляется исследовать его. Однако по какой-то причине экипаж оказывается на чужой планете, населенной ужасными существами. Проект предложит множество способов выжить в опасной среде, включая способы создания и модернизации оружия. Выйдет он когда-нибудь на Xbox Series, PS5, 4 и ПК. Студия Fat Shark представила новый геймплейный трейлер своего кооперативного шутера Warhammer 40 000 Dark Tide. В основном ролик состоит из стрельбы, кровищи и ураганного экшена. Но вообще-то нашлось место и для сюжетной завязки. Герой был заключенным, но Инквизиция даровала ему свободу, чтобы превратить свое орудие и использовать в тесных улочках жуткой планеты Улья. История Dark Tide стартует с того, что приспешники Хаоса совершают атаку на город Улей Тертиум. Из заключенных формируется отряд имперских гвардейцев, который должен остановить угрозу. Релиз проекта состоится 30 ноября на ПК. Точная дата выхода на Xbox Series пока не раскрывается. Впрочем, она будет доступна в Game Pass. Red Barrels выкатила новый трейлер кооперативного survival-хоррора The Outlast Trials. События развернутся в эпоху Холодной войны. Корпорация Мурков насильно вербует людей для проверки передовых методов промывания мозгов и контроля сознания. Корпорация хочет подчинить себе человеческий разум, проводя эксперименты на людях. Играть можно будет как одному, так и в коопе. В роли одного из 4 подопытных игрокам предстоит подвергнуться испытаниям и попытаться выжить. Студия отметила, что продолжает усердно трудиться над созданием совершенно нового опыта во франшизе и пригласила желающих поучаствовать в ЗБТ, которое пройдет с 28 октября по 1 ноября. Регистрация на тест откроется позже. Игра в настоящий момент заявлена только для ПК, даты релиза пока нет. Telltale Games представила первый геймплейный трейлер игры The Expanse, основанный на сериале «Пространство». Авторы обещают более глубокий взгляд на вселенную шоу и действительно личную историю. Вам предстоит брать на себя сложные решения и сталкиваться с последствиями. Студия не стала создавать уникальный дизайн персонажей и кораблей, взяв за основу шоу и адаптировав под свой стиль. Сюжет посвящен Камине Драмер в исполнении Кары Джи. В игре она руководит командой корабля Артемис, где будут конфликты между персонажами и даже потенциальный мятеж. Это не экшен, а движимая сюжетом игра. Выход состоится летом 2023 года. Издательство NetEase привезло ролевую игру Where Winds Meet от китайской студии Everstone Games. Игра представляет собой экшен-РПГ и визуально может напомнить Ghost of Tsushima, а геймплейно Black Myth Wukong. Действие разворачивается в фантастической версии Китая на закате эпохи 5 династий и 10 царств. Согласно описанию от разработчиков, игроков ждет эпическое путешествие в открытом мире, полное зрелищных сражений и столкновений с фантастическими существами. В трейлере демонстрируются различные элементы геймплея, в том числе верховая езда, рыбалка и уникальные способности героя. Открытый мир проектируется таким образом, чтобы охватить множество локаций, включая ветреные степи, бамбуковые леса и шумные города. Главным героем выступает таинственный мечник, чья судьба зависит от принимаемых игроком решений. По мере прохождения он сможет занимать разные стороны конфликта и пробовать себя в новых ролях, вроде врача, торговца и даже странника без определенных целей. Обещана захватывающая история. В боевке переплетаются сражения на мечах, боевые искусства в стиле уся, использование магии и тайцзи цюань. Сейчас игра анонсирована только для ПК, бету проведут до конца года. Разработчики из студии TerraVision Games и авторы игры «Пятница 13» анонсировали асимметричный многопользовательский хоррор Killer Clowns from Outer Space The Game, который основан на комедийном ужастике «Клоуны-убийцы из космоса» 1988 года. Игрокам в роли 3 инопланетных клоунов-убийц предстоит охотиться на людей по обширной, случайно сгенерированной карте с меняющимся окружением. Игровые сессии будут проходить в режиме 3/7, где стороне людей необходимо будет пытаться выжить и отразить вторжение. Игра разрабатывается в сотрудничестве с создателями фильма. Вторжение клоунов-убийц запланировано на начало 2023 года как для ПК, так и для приставок. Хидео Кодзима анонсировал собственный подкаст. Он получил название Brain Structure Hideo Kojima Podcast и дебютирует 8 сентября. Подкаст стал эксклюзивом Spotify. Он планирует выпускать новые эпизоды каждый четверг на английском и японском языках. В первом выпуске геймдизайнер расскажет, откуда берет идеи для игр и как выстраивает собственную работу. В каждом эпизоде подкаста будет новостной сегмент с Джеффом Кейли. Журналист собирается делиться со слушателями подборкой самых интересных игровых новостей за неделю. Но главное, не забывайте смотреть новости у нас. Мы ждали этого целых 8 лет.
Наконец-то нам показали восставший из мертвых зомби-боевик Dead Island 2 как в синематике, так и геймплейном трейлере игры. За разработку отвечает студия Dambuster Games, которая выпустила очень сомнительную Homefront The Revolution. Как и предполагалось, события Dead Island 2 развернутся в охваченном зомби-вирусом Лос-Анджелесе. 6 зараженным, но невосприимчивым к патогену персонажам предстоит докопаться до правды об эпидемии. В трейлере нам показали одного из них, Джейкоба. Игра предложит кооператив на 3, продвинутую систему расчленения, десятки типов и сотни вариантов зомби, а также 6 играбельных и настраиваемых героев с уникальными умениями, характером и диалогами и новую систему навыков. Геймплей в первую очередь будет сосредоточен на оружии ближнего боя, но игроки смогут использовать и огнестрельные виды. Разработчики реализовали в игре разнообразную боевую систему ближнего боя. Зомби можно уничтожать не только при помощи различных видов оружия, но и голыми руками. В экшене приходится активно двигаться во время боя, в том числе часто прыгать и уклоняться. Также есть шкала выносливости, но она расходуется довольно медленно, за счет чего игроку не нужно останавливаться и отдыхать каждые 15 секунд. Игроки смогут создавать ловушки для зомби, комбинируя различные предметы, в том числе с учетом законов физики. Так легко можно будет дистанционно поджечь лужу с маслом или сбросить на противников бочку с водой, которая при контакте с электричеством поразит врагов. Само собой, есть система крафта, позволяющая в том числе создать оружие ближнего боя, которое наносит дополнительный урон огнем или электричеством. Поигравшим в демку в целом понравилось первое знакомство с Dead Island 2, но делать выводы пока рано, поскольку для этого нужно дольше поиграть в экшен. А описание звучит так. Игроки окажутся в легендарных местах города ангелов, теперь охваченных ужасом. Пройдитесь как хозяин от зеленых насаждений Беверли-Хиллз до причудливой набережной Венес-Бич. Вас ждут самые напряженные, реалистичные и кровавые бои от первого лица. Разнообразие оружия и тактик не даст заскучать во время зачистки орды зомби. Ощутите всю реалистичность безумия. Будьте готовы увидеть самую продвинутую систему расчленения в играх. В LA полно зомби, которые выглядят и ведут себя как настоящие. Как в любой достойной ролевой игре, вас ждут увлекательные задания, невероятные персонажи и захватывающий сюжет. Гарантируем, что игру захочется пройти снова. Но в этом нам еще предстоит убедиться. Zombie Action сперва выйдет на ПК только в EGS. Цены начинаются от $30 за стандартное издание. Ну а за предзаказ обещают разные бонусы, куда ж без этого. Игра релизнится 3 февраля 2023 года на ПК и консолях 2 поколений. Компания Sony AI анонсировала DualSense Edge, новый геймпад для PS5. Усовершенствованная версия геймпада DualSense предлагает дополнительные кнопки и возможность кастомной настройки нескольких профилей. Решение позиционируется как аксессуар для хардкорных игроков и киберспортсменов. Среди ключевых особенностей отмечается возможность переназначать все кнопки контроллера, регулировать чувствительность и мертвые зоны стиков, а также управлять ходом курков, в том числе определяя их ход и реакцию на нажатие, что может быть полезно в шутерах и гоночных играх. Выбранные настройки можно сохранять как готовые шаблоны и свободно их менять прямо во время игры. Это делается с помощью кнопки FN. Также геймпад позволит легко регулировать и другие опции консоли, вроде звука и голосового чата. Наличие дополнительных задних кнопок, так называемых лепестков и сменных колпачков стиков. Колпачки отличаются различной формой, подходящей под игры различных жанров. Сами модули стиков также можно будет свободно менять самому. Sony будет продавать их отдельно, но по какой цене пока не ясно. На месте и все функции стандартного DualSense, включая систему тактильной отдачи и адаптивных курков. Цена и точная дата выхода DualSense Edge будут объявлены в ближайшие несколько месяцев. Techland представили трейлер сюжетного дополнения для Dying Light 2 под названием Bloody Ties, а также назвали точную дату релиза. DLC выйдет 13 октября. В Steam появилась страница, стоимость контентной добавки не сообщается, но за сезонный абонемент просят $10. Местом действия станет локация под названием «Мясорубка», где будут проходить турниры. На кону статус, деньги и роскошь. Из нового оружия Techland предлагает игрокам защитную перчатку, которая преобразит ближний бой, и другую экипировку. Также вышло обновление, которое вносит изменения в геймплей на основе отзывов игроков. Оно добавило поддержку AMD FSR 2. По городу бродит больше зомби, а их поведение стало куда агрессивнее. На PS5 добавили сбалансированный графический режим. В режиме разрешения теперь нативный 4К и 30 FPS. Добавлена поддержка VRR. На Xbox Series X также добавили сбалансированный графический режим и нативный 4К в 30 FPS в режиме разрешения. Студия Monomi Park раскрыла дату выхода милой приключенческой игры Slime Rancher 2. Тайтл выйдет в раннем доступе Steam и EGS уже 22 сентября и пробудет там как минимум 1,5 года. Это продолжение удостоенной награды, ставшей хитом оригинальной игры.
Отправьтесь вместе с Беатрикс Леба в новое путешествие на Радужный остров, в таинственный край древних технологий и неизвестных природных ресурсов, навстречу настоящей лавине незнакомых трясуче-прыгучих слаймов. Стараясь разгадать секреты острова и раскрыть его истинное предназначение, Беатрикс будет строить, работать на ранчо и ферме в потрясающей оранжерее, где сверкающие стеклянные стены предоставят полный обзор на весь призматический рай, который теперь служит ей домом. Издательство Nexon и студия-разработчик Nexon Games опубликовали трейлер своего бесплатного экшена The First Descendant. Ролик представляет собой нарезку, состоящую из кадров с реальным геймплеем и кинематографичных вставок. Игра расскажет историю борьбы солдат, которых называют потомками, с инопланетными захватчиками. У бойцов есть уникальные способности и технологии, которые помогают давать эффективный отпор не только обычным пришельцам, но также огромным боссам. Можно носить одновременно 3 вида оружия и 4 расходника. Разработчики обещают разнообразие в плане возможных билдов. Сражения с боссами будут тактическими. Игрокам предстоит учитывать особенности врага, а также распределять роли внутри команды. Разработчики обещают кооп на 4 человек, увлекательные сражения, захватывающий сюжет, уникальных персонажей, интересную систему прогресса и графику на Unreal Engine 5. Релиз состоится на ПК и приставках. Бета на ПК пройдет с 20 по 26 октября. В DICE заявили, что услышали игроков и решили добавить традиционную систему классов в Battlefield 2042. В 3-м сезоне разработчики распределят всех спецов по классам, у каждого из которых будут уникальные таланты, гаджеты и метательные предметы. В рамках 2-го и 3-го сезонов разработчики изменят внешний вид специалистов, чтобы они выглядели реалистичными, а не кринжовыми. В мультиплеере появится первый набор оружия из Portal. Во 2-м сезоне разработчики не только добавят еще одну карту, но и обновят 2 существующие – Возрождение на старте в сентябре и Космодром в октябре. В 3-м сезоне изменят еще 2. Количество нового контента в каждом новом сезоне будет аналогично первым 2, потому что они намерены сосредоточиться в первую очередь на качестве, поэтому контента меньше. На новой карте 2-го сезона будут места как для пехоты, так и для техники. 2-й сезон называется Master of Arms и запустят его 30-31 августа. Студия Coffee Stain представила публике геймплейный трейлер самой ожидаемой игры столетия – юмористической песочницы God Simulator 3. Видео демонстрирует возможности кастомизации козлов, веселые мини-игры и различные активности, доступные в открытом мире для вас и ваших козлов-друзей по коопу. Игра года выходит 17 ноября. New Tales from Borderlands развернется во вселенной Borderlands 3 и не будет связана сюжетно с первой Tales. Событие происходит на планете Пандора, где действующими лицами выступают Ану, Фран и Октавио. Герои противостоят корпорации, пытающейся завладеть кристаллом, сражаясь с людьми, роботами и мутантами. Причем бои будут выполнены в виде QTE. Премьера 21 октября на консолях и ПК. Была представлена новая игра от авторов Subnautica. Студия вновь сменила жанр и сделала тайтл Moonbreaker в жанре цифровой настолки. Запуск в раннем доступе состоится 29 сентября. Quantic Dream анонсировала Under the Waves. События этого сюрреалистичного приключения развернутся в глубинах Северного моря в альтернативной технофутуристической версии 1970-х годов. Профессиональный дайвер Стэн изо всех сил пытается преодолеть судьбоносную утрату и принять новое будущее. Игра выйдет на ПК и консолях. The Finals – командный шутер от Embark Studios, основанный бывшим главой EA DICE Патриком Содерлундом. Ради этой игры студия решила отложить свой онлайн-экшен ARC Riders. Игра Blacktail – экшен на молодой Бабе-Яге. Главная героиня – 16-летняя Яга, которая учится колдовству, осваивает лук и борется с темными духами. Игра выйдет в конце года. Phantom Hellcat – приключенческий слэшер-платформер о девушке, которая пытается спасти свою мать от похитивших ее демонов. Одной из ключевых особенностей игры называют динамически меняющуюся перспективу. Зато не нужно менять перспективу, чтобы обсудить новости в комментах. Поэтому жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.